Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Мира Херб и все, кто заглянул ко мне на канал в первый раз. Сегодня я снимаю давно обещанное видео о том, как я поддерживаю зрение при помощи БАДов с сайта iherb.com. Давайте я расскажу вам небольшую предысторию. Дело в том, что у меня не очень хорошее зрение, но не критично. Такая миопия слабой степени, -2 где-то на каждый из глаз. Но вся проблема в том, что несколько лет назад миопия была обнаружена у моей старшей дочери. Для меня было небольшим шоком такой диагноз от врачей, я не была к этому готова. И, естественно, сразу стали предприниматься меры для того, чтобы зрению не давать ухудшаться. Некоторое время мы посещали одного врача-окулиста, но, к сожалению, его методика, то, что он рекомендовал нам делать, не давала видимых результатов, и зрение продолжало у ребенка ухудшаться. Конечно, этому способствовали и зрительные нагрузки довольно большие в школе. Ребенок занимается, любит читать, зрение продолжало падать, поэтому некоторое время назад мы решили поменять врача-окулиста. Из бесплатной поликлиники районной мы перешли в платную, стали наблюдаться в платной клинике. И чтобы кто ни говорил о том, что платные врачи какие-то не очень хорошие, да, у них одна мысль в голове, только бы денег содрать, но тем не менее схема лечения ребенку была назначена абсолютно другая, на мой взгляд, гораздо более эффективная, и на данный момент эта схема лечения меня устраивает гораздо больше. Вот при посещении платной клиники нам была заведена вот такая медицинская карточка, где врач записывает, естественно, все изменения зрения ребенка. И вот сзади карты здесь напечатаны были рекомендации по лечению близорукости. В общем, это и было рецептом. Здесь, естественно, указаны все препараты, все такие же биологически активные добавки, но продаваемые на территории Российской Федерации. Ну, поскольку я уже давно, если можно так выразиться, обитаю на сайте iherb.com и очень хорошо знакома со многими БАДами, я прекрасно понимаю, что качество БАДов, продаваемых там, от известных американских, европейских производителей, значительно выше, чем то, что я могу позволить купить себе в аптеке, в обычной, которая находится рядом с моим домом. Да и потом, даже если я найду в обычной аптеке БАДы, устраивающих меня фирм-производителей, они по цене своей будут таковыми, что я, возможно, не смогу себе их позволить, да, если возьмем тот же самый Солгард. Поэтому все препараты, всем БАДам, всем витаминам, которые врач выписал моему ребенку, я нашла аналоги на сайте iHerb и готова поделиться с вами такой моей уже схемой лечения. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Итак, давайте перейдем к рекомендованной схеме лечения, которую врач-окулист рекомендовал проходить 2 раза в год. Выбрать один из осенних месяцев, либо октябрь, либо ноябрь, либо, допустим, февраль, март или апрель. То есть, да, это либо осень, либо на самое начало весны, конец зимы. Первым препаратом значится кальций. Кальций выписан был кальций дотринекомед. Объясняется это тем, что ребенок растет, яблоко глазное растет вместе с ним, и кальций – это необходимый элемент во время интенсивного роста ребенка. То есть один, скажем так, из тех элементов, в котором остро нуждается любой организм в период роста. Кстати, я также читала некоторые исследования на тему близорукости, почему ухудшается зрение у ребенка, и многие врачи высказывают мнение, что ухудшение зрения – это не из-за того, что ребенок, там, допустим, читает в каких-то не очень хороших условиях, происходит. Во многом это заложенная уже при рождении генетическая программа. То есть пока ребенок растет, яблоко глазное растет вместе с ним, и зрение ухудшается. То есть остановится рост ребенка, остановится и ухудшение зрения. Поэтому в данном случае нам при помощи кальция мы поддерживаем растущий организм. Это также нужно не только для глаз, но и для укрепления костей. Это нужно для хорошего формирования эмали у зубов.
И поэтому мною был приобретен на сайте iHerb.com вот такой вот от Солгар комплекс с кальцием. В этом же комплексе также содержится витамин D3 и магнезия. То есть кальций благодаря магнию и витамину D3 усваивается организмом ребенка гораздо лучше. Потом кальций я даю вечером, вечернее время суток, после ужина, просто потому что препараты кальция лучше усваиваются в вечернее и ночное время суток. Если ваш ребенок ест творог, то пусть лучше он его ест вечером, то есть перед сном, где-то с 7 до 8 часов вечера. Ребенок принимает у меня, здесь рекомендованная доза, это 5 таблеток. Таблетки довольно крупные, но опять же я прекрасно понимаю, что это доза скорее взрослого человека, вот такие вот большие таблетки. Поэтому старшая дочь у меня принимает по 3 такие таблетки вечером, младшая 2 таблетки тоже также перед сном. У моей младшей дочери, слава богу, все в порядке со зрением, но тем не менее, из-за того, что существует такой наследственный фактор, есть предпосылки, то есть у меня плохое зрение, у бабушки у нашей плохое зрение, у моей сестры плохое зрение, и у старшей дочери зрение также стало ухудшаться, то врач рекомендовал в меньших дозах такую же схему лечения, поддерживающего, проводить и младшему ребенку, дабы не спровоцировать падение зрения и у нее. Вот кальций полностью меня устраивает. Компании Солгар я доверяю на все 100%. Так что этот кальций — это замена кальцию D3 Никомед, указанному в схеме здесь. Вторым препаратом, который рекомендует к приему врач-окулист в этой схеме лечения, значится пикамелон. Пикамелон — это такие маленькие белые таблеточки, которые вы можете без проблем купить в любой из аптек около вашего дома. Основное действующее вещество пикамелона — это гамма-аминомасляная кислота. Это кислота, которая активизирует работу нервной системы организма. Она улучшает связи между нейронами вашего организма, улучшает кровообращение вашего организма. Гамма-аминомасляную кислоту очень часто прописывают людям с проблемами головного мозга пожилого возраста. Врач ее здесь в данном случае прописывает для того, чтобы улучшить кровоснабжение глаза, то есть улучшить подачу крови к глазному яблоку. И, соответственно, улучшится насыщаемость глазного яблока полезными веществами, переносчиками, которым и, собственно, является кровь. Опять же, зайдя на сайт iHerb, я решила заказать ребенку вот габа. Многие, кстати, спортсмены с ней знакомы, принимают. Это такая же гамма-аминомасляная кислота. Также в составе этого комплекса идет витамин В6. Витамин В6 также необходим нашему организму для нормальной работы нервной системы. Пить гамма-аминомасляную кислоту рекомендуется натощак. Ребенок просыпается с утра и первым делом идет на кухню для того, чтобы выпить гамма-аминомасляную кислоту. Завтракает она где-то через полчаса. Таким образом заменяется вот прием того самого пикамелона. Врач рекомендует чередовать, то есть один курс профилактики мы пьем гамма-аминомасляную кислоту, второй курс, здесь также указано в схеме лечения, принимается глицин. Глицин также имеется в продаже на сайте iHerb, его также заказываю оттуда. И, допустим, вот зимой мы пили глицин, сейчас весна, мы пьем гамма-аминомасляную кислоту. Далее, что вполне естественно, врач прописывает поливитамины для глаз, то есть содержащие лютеин, витамин А. Это могут быть, вот здесь указано, комплевит, стрикс, окулист, любые витамины с лютеином, черникой. Опять же, я изучала очень хорошо, плотно составы отечественных витаминов, и состав ни одного из этих комплексов меня полностью не удовлетворил. Когда я на сайте iHerb стала искать замену всем этим отечественным комплексам, то обнаружила вот этот замечательный комплекс
витаминов для поддержки зрения. В составе на одну капсулу идет очень хорошая дозировка лютеина 10 микрограмм, зеаксантина 2 микрограмма. Также идет в составе хорошая дозировка бета-каротина, это всем известно витамин А, то есть все, что нужно для поддержания зрения. Давайте не будем забывать, что даже когда что наши бабушки терли морковку, говорили, кушай, это надо для глаз, они ее обязательно перемешивали с растительным маслом или сметаной, потому что каротины это жирорастворимый витамин, то есть необходим прием жиров для того, чтобы бета-каротин полностью усвоился организмом. Поэтому в дополнение к этому комплексу ребенок пьет, допустим, 2 капсулы вот этих витаминов с утра и сразу же практически выпивает омега-3 жирные кислоты. То есть омега-3 жирные кислоты крайне полезны сами по себе, плюс они помогают более хорошему усвоению вот этого комплекса. А младшая дочь у меня пьет не 2, а 1 капсулу в день такую и запивает вот таким вот жидким рыбьим жиром, который вы уже в моих роликах могли видеть неоднократно. То есть полностью идет дублирование приема препаратов старшим и младшим ребенком, но в меньшей дозировке, естественно. Если говорить о биологически активных добавках, то это все. Естественно, для ребенка, я думаю, не стоит больше. И так достаточно много различных таблеток приходится глотать. Местно также врач приписал ежедневно капать ирефрин. Перед сном мы капаем для того, чтобы снять спазм аккомодации глаза. Глаз лучше расслабляется, отдыхает. И в течение дня мы капаем тауфон. То есть ребенок в обязательном порядке ежедневно 3 раза в день делает расслабляющую гимнастику для глаз, гимнастику для укрепления мышц глаза. И после того, как он проделает комплекс упражнений в течение 10-15 минут, мы обязательно закапываем тауфон, он ложится, а отдыхает в течение 5 минут, лежит с закрытыми глазами. Вот, помогает глазам расслабиться. И вот перед сном ирефрин. Таким образом, давайте подведем такой итог всего того, что пьют мои дети в течение дня. То есть ребенок встает, первое, что принимает, это гамма-аминомасляную кислоту. Кстати, хочу отметить, что на фоне приема гамма-аминомасляной кислоты ребенок стал более спокойным и уравновешенным. Это в лучшую сторону сказывается на обучении ребенка в школе. Далее ребенок завтракает через некоторое время, и сразу после завтрака принимается вот этот комплекс, 2 капсулы и вместе с омега-3 жирными кислотами. А вечером, дальше в течение дня мы только капаем тауфон, и вечером перед сном ребенок принимает, после ужина ребенок принимает 3 капсулы кальция. Вот. Когда в тот момент, когда ребенок вот этот у меня закончится, вот эти витамины, я уже приобрела вот просто лютеин без бета-каротина. Здесь в составе идет только лютеин и зеаксантин. Зеаксантин, это, кстати, вещество, обладающее такими же свойствами, как и лютеин. Почему я решила не прекращать прием лютеина на протяжении всего года? Дело в том, что лютеин имеет накопительное свойство, его мало принимать в течение 1 месяца, для того, чтобы действительно вы почувствовали эффект, действительно зрение не ухудшалось, его нужно принимать на постоянной основе. Чего не скажешь о бета-каротине, который здесь находится в достаточно большой дозировке. То есть этот курс мы пьем сейчас, допивает она эту капсулу. Бета-каротина столько организму не надо, это вредно на постоянной основе получать его в таком количестве. И после этого она просто начнет пить лютеин. Также этот комплекс она будет пить по 1 капсуле, потому что здесь на 1 капсулу приходится 20 микрограмм лютеина. Очень выгодная, кстати, цена 180 капсул по 1 капсуле в день. То есть сами можете понять, что этого комплекса нам хватит минимум на полгода постоянной поддержки зрения. Ну что ж, теперь давайте подведем итог. Хочу сказать, что к этому врачу в платной клинике мы обратились осенью, после того, как я поняла, что результата большого от прописанных препаратов врачом в детской районной поликлинике не было никаких. Все просто потому, что особо никаких препаратов-то нам прописано не было. Значит, и был проведен курс
осенью, в ноябре месяце. В феврале мы снова посетили врача-окулиста платной клиники. В итоге при приеме всех этих средств у ребенка зрение не стало хуже. Сейчас март, мы снова повторяем этот курс и снова пойдем к врачу перед началом учебного года, это где-то в районе августа. Я очень надеюсь, что зрение как не падало, так и останется на прежнем уровне, потому что наша задача на данный момент удержать его. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что лучше оно не станет. Моя основная задача задержать его на этом этапе, не дать ему стать хуже ни в коем случае. Потом, возможно, в будущем мы проведем какие-либо там операции по лазерной коррекции зрения, но к ним мы сможем прибегнуть только по достижению ребенка, опять же, 18 лет, в тот момент, когда глазное яблоко перестанет расти. Вот таков план. Будем продолжать данный курс лечения. Если у вас есть какие-то вопросы касательно препаратов, вам нужен какой-то совет, пишите обязательно внизу, я прочитаю, постараюсь ответить, возможно, поищу тоже какую-нибудь информацию, возможно, спрошу у врача во время приема. Так что все ссылки на купленные мною препараты будут также внизу под видео. Если было интересно и полезно это видео, я очень рада. Оставляйте свои комментарии и рассказывайте своим друзьям. Всем пока, до новых встреч!